Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодня мы с вами откроем и посмотрим очень интересного меха из аниме Ракуэн Суихоу, что в переводе звучит как «Изгнанные из рая». В общем, встречаем GSA-версию New Arcana. Для начала по традиции быстренько осмотрим коробку. У нее, кстати, имеется специальная дверка, чтобы можно было посмотреть на содержимое, не вынимая его из упаковки. Ну и само собой быстренько проверим наличие лицензионного стикера. Но пришла пора достать все из коробки и наконец ответить на вопрос, чем же данный мех так интересен? А интересен он тем, что этот мех, как вы, наверное, уже заметили, может трансформироваться в яйцо. О причинах такой формы я расскажу чуть попозже, а пока что просто давайте посмотрим на комплектацию, которая, кстати, очень и очень насыщенная. Автоматы, винтовка, щит, меч, ракеты. Каждый найдет себе обвес по вкусу. Итак, пришло время показать главного героя видео на подставке. Ну, точнее, пока это еще не трансформированное яйцо. Кстати, а почему именно яйцо? Вся суть в том, что в аниме трансформация нужна была исключительно для сброса робота с орбиты на планету, поэтому и форма в основном похожа на шар или каплю, ибо именно такие формы имеют простые спускаемые с орбиты модули. Трансформируется Архан, кстати, очень просто, хотя и некоторые сложности с мелкими пластинами все же имеются. Но зато результирующий мех выглядит просто шикарно. Кстати, очень интересный факт. В аниме часть капли просто сбрасывалась как ненужная, но тут из нее решили сделать подставку. Казалось бы, ничего особенного, но знаете, это очень приятная мелочь. А еще у робота открывается кабина. Говоря о подвижности, можно сказать, что робот очень гибок и может принять кучу разных поз. Но не все так просто. Во-первых, множество подвижных пластин на руках и ногах мешают движениям, и их частенько приходится перемещать. А во-вторых, голова почти не крутится. Это, конечно, объяснимо особенностями дизайна и глубокой посадки шеи, но все равно хотелось бы, чтобы можно было хотя бы поднять ее наверх. Кстати, у рук и ног достаточно сочленений, чтобы держать винтовку двумя руками. Ну и раз я заговорила про оружие, то перейдем к обвесам. К сожалению, сразу все на меха навесить не получится, и причина не столько в нехватке креплений, сколько в слабости суставов. При прикреплении более одного аксессуара к поверхности она сразу же провисает под большой тяжестью и смотрится не очень красиво. Так что вешаем по одному и наслаждаемся красивыми позами, как на подставке, так и без нее. Особенными аксессуарами, кстати, являются щит и меч, так как они и без того очень тяжелые, так что для красивых поз придется немного поиграться с балансом. Но с другой стороны, мне они не так уж и нравятся, так что это не так уж и важно. А вот что важно, так это возможность держать огромную и тяжелую винтовку двумя руками. Во-первых, это распределяет вес на обе конечности, а во-вторых, смотрится очень мощно. Итак, пришло время подводить итоги. Этот мех, наверное, самый оригинальный из всех, которые я когда-либо видела, а в форме спускаемого с орбиты аппарата он так вообще напомнил мне шаттл из Батлтеха или капсулы из Гандамов. И в общем-то у этого Архана есть все. И тонны аксессуаров, и хорошие материалы, и подсветка. Ну и соответственно у него есть и кое-что еще, а именно нереально высокая цена. Около 30 тысяч йен, что очень много, учитывая полное отсутствие металла в конструкции. Так что вместе со слабоватыми шарнирами рук это становится вторым и, наверное, самым значимым недостатком. С другой стороны, если вам нравится аниме Ракуэн Суихоу, то это лучший представитель мехов оттуда. Так что всем пока и до новых встреч на моем канале!
И не забывайте подписаться, впереди еще много интересного!